Добрый день. Я уже касался темы выбора устройства защиты от перепадов напряжения барьер. Сегодня же я хочу поговорить об этом гораздо более подробно. Итак, как выбирать барьер и не только, вы узнаете сегодня в этом видео. Главным параметром для выбора барьера является его номинальный рабочий ток. Чтобы его определить, нужно, проще всего, посмотреть на вводной автомат на квартиру. Какой ток на этом автомате, такой же ток нужно выбирать и для барьера. Вот у нас в данном случае автомат на 32 ампера, значит и барьер мы должны выбирать не менее чем на 32 ампера. Для того, чтобы барьер работал не на пределе своих возможностей, а имел некоторый запас прочности, я предпочитаю выбирать барьер чуть большего номинала, то есть в данном случае не 32 ампера как автомат, а 40 ампер. Если же по какой-то причине посмотреть на номинальный рабочий ток нашего вводного автомата возможности нет, или надпись на нем не читается, или доступа нет, или еще какая-нибудь причина, существуют другие хитрости. Теперь поговорим подробнее о них. Первая хитрость, которую можно применить, это посмотреть на сечение вводного провода. Его нужно померить, предварительно отключив электричество, и по табличке сечения ток определить, какой ток может проходить через этот провод, и соответственно выбрать барьер. Так, например, здесь установлен провод сечением 6 мм квадратных, провод алюминиевый. Это сечение соответствует току по этой табличке 36 ампер. Значит, и барьер надо выбирать где-то на 40 ампер. Можно опять же таки чуть больше. Таким образом, с первой хитростью мы определились. Как определять сечение провода, методы его, я расскажу в отдельном видео. Переходим к второму методу определения рабочего тока для нашего барьера. Вторым способом является школьный способ. Такой, как мы делали в школе, когда не знали, что делать. Это подсмотреть к соседу. В данном случае мы видим соседский автомат, и у него тоже определен его номинальный рабочий ток в 40 ампер. Точно так же, если нет возможности посмотреть на соседский автомат, можно посмотреть на соседский провод и определить его сечение. И опять же по табличке определить ток, который способен пройти через такого рода провод. Предполагается, что в соседних квартирах, не обязательно в том же самом тамбуре, может и на другом этаже, аналогичные кабели и аналогичные вводные автоматы. Таким образом, что касается второго метода определения, мы с вами уже о нем знаем. Если по какой-то причине этот метод тоже нам не подходит, необходимо воспользоваться третьей хитростью. Третья хитрость заключается в том, что придется нам с вами посчитать всю ту нагрузку, которая возможна в данной квартире. То есть нам нужно сложить мощности всех электрических устройств квартиры, которые могут работать одновременно. Например, бойлер, стиральная машина, электроплита, духовка, электрочайник, кондиционер. Нужно не забывать, что речь идет о тех устройствах, которые могут работать одновременно. То есть, например, кондиционер и масляный нагреватель работать одновременно не будет. И нужно посмотреть на то значение мощности, которое указано в их паспорте или на шильдике, который находится на самом устройстве, и сложить эти мощности. Так, например, бойлер потребляет 1,5 киловатта, например, да? Электроплита 7,5 киловатт,
стиральная машина 2 киловатта, электрочайник 2 киловатта, кондиционер 1 киловатт. Таким образом, я для этой квартиры приблизительно насчитал суммарно 14 киловатт мощности. То есть это 14 тысяч ватт. Умножаем это значение на коэффициент включения 0,8. То есть это коэффициент, который говорит о том, что не все нагрузки работают синхронно и потребляют максимально в один и тот же момент времени. 14 тысяч ватт умножил я на коэффициент 0,8 и получил 11 200 ватт. Теперь необходимо эту мощность перевести в ток. Делим мощность на напряжение. Напряжение у нас 220 вольт. 11 200 ватт. Делим на 220 вольт и получаем 50 ампер. Таким образом мы вычислили, что наш барьер, устройство защиты от перепада напряжения, должен быть на ток 50 ампер. Как мы слышали, ток измеряется в амперах. Эта величина названа в честь выдающегося французского ученого-естествоиспытателя, математика Андре Мари Ампера, который жил и трудился в 17-18 веке, который ввел это понятие электрический ток. И, как это ни удивительно, но в этом своем 17-18 веке он ввел понятие кибернетики. Если вам было интересно и полезно, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте комментарии, в которых указывайте темы, интересующие вас. Спасибо, пока.